Как же выбрать правильную сказку для вашего ребенка? Вот несколько правил выбора полезной сказки. Первое. В сказке, которую мы начинаем читать малышу, все должно заканчиваться хорошо. Какие угодно приключения могут происходить с героями на протяжении всего сюжета, но в конце добро должно обязательно победить. Для ребенка это будет означать, что мир полон справедливости, и зло всегда будет наказано. Второе. Те персонажи, которые в сказке выглядят маленькими и беспомощными, должны побеждать. Такие сказки показывают маленькому ребенку, что даже если ты мал и многое не умеешь, ты все равно можешь добиться своего при определенном старании. Третье. Очень важно выбирать сказки в соответствии с возрастом ребенка. Так самым маленьким деткам лучше читать такие сказки, как «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка». Сказочки в стихах. Детям чуть старше можно почитать сказки с более сложным сюжетом, а именно «Зайка-зазнайка», «Заяц и лиса», любые другие истории с сюжетами о животных. Детям 4-5 лет уже можно рассказывать сказки, где наряду с персонажами зверей появляются люди. Это могут быть Маша и Медведь, Гуси-лебеди, Серая шейка, Кот в сапогах. У детей до 6 лет очень развито воображение, они действительно верят в волшебную палочку и другие чудеса. Это время Золушки, Дюймовочки, Русалочки и любых других сказок. Сказок, в которых происходят чудеса и волшебные превращения. Для детей старшего дошкольного возраста полезны такие сказки, как «Снежная королева», «Волшебник изумрудного города», «Щелкунчик», «12 месяцев». Четвертое. Всегда важно знать сказки своего народа. Когда малыш маленький, ему лучше читать легкие в восприятии, богатые образами русские народные сказки. Авторские же сказки хороши для детей постарше. Главное помнить, что читать нужно ровно столько, чтобы ребенку всегда хотелось и еще чуть-чуть. Для одного, может быть, 5 минут достаточно, а для другого полчаса. И тогда сам ребенок будет делать это с удовольствием в школе и дома. Дети любого возраста любят сказки, но поскольку детское сознание представляет собой губку огромного объема, важно в этом нежном возрасте правильно выбирать подаваемую малышу информацию. Даже сказки, особенно современных писателей, могут быть очень разными и не для всякого возраста понятными. Правильная сказка поможет ребенку при необходимости избавиться от застенчивости, ответить на часто возникающие вопросы у малыша, понять причины плохого поведения и избавиться от них, научиться общественным правилам, этике и морали. Поэтому смело можно считать, что сказки не только приятные препровождения, но и развлечения для болеющего ребенка и успокаивающим способом перед укладыванием ребенка на сон, но и своеобразным лекарством домашним книжным психологам. Главное предназначение сказок – поведать ребенку об устройстве мира, о том, по каким законам осуществляется жизнь в обществе. Другими словами, сказки готовят ребенка к будущей взрослой жизни. Кроме того, сказки формируют нравственные ориентиры, прививая ребенку представление о хорошем и плохом, о добре и зле. Если смотреть на сказку глазами взрослого, логически и рационально мыслящего человека, многие вещи кажутся очень опасными. Например, жестокость, агрессия, гибель героев, хитрость, обман повсюду в сказках. Равнодушие близких видится практически повсеместно во всех сказках. Иногда кажется, что сказки пропагандируют лень, тунеядство, глупость и другие негативные качества. Все дело в том, что смотреть на сказку глазами взрослого совсем не нужно. Сказка разговаривает с нами особым языком символов и метафор. Все это происходит в сказке, и это не нужно воспринимать буквально. Даже самые странные, негативные с точки зрения рационального ума вещи в сказке – это всего лишь символы чего-либо. Страшные сказки не только можно, но и нужно читать детям. Такие сказки являются своеобразной прививкой перед выходом во взрослую жизнь. В реальной жизни людям многое приходится претерпеть, и готовиться к этому нужно с детства. Через сказку ребенок сталкивается с допустимой для него долей стресса, вырабатывает иммунитет к ней и к тем готовится к встрече с реальными событиями. Сказки бывают очень разные, бытовые, волшебные. Сказки о животных и любая сказка направлена на то, чтобы ребенок что-нибудь почерпнул новенького и исцелился от капризов, страхов, комплексов. Правильно выбранная сказка не будет
прослушана малышом пассивно. Появляющийся во время чтения или после него вопрос указывает на то, что сказка стала для ребенка интересной, и она повлияла на него, побудила проявление любопытства. Дети способны на придумывание невероятных продолжений жизни героев после окончания сказочного действа, а это развитие воображения, фантазии и логического мышления. Прислушавшись к своему ребенку, можно понять его переживания и обиды, которыми он наделяет героев и собственных фантазиях, после чего найти с ним общий язык и сказать, что «я могу тебе помочь в решении твоих детских проблем». Но подчас таких серьезных проблем станет проще благодаря сказкам. Слушайте сказки, в том числе и те, которые есть на нашем канале. До новой встречи, друзья, на страничках наших сказок на канале, где представлены ваши любимые сказки. Пока-пока.